Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня поделюсь с вами гениальным рецептом шоколадной глазури без варки, без сливочного масла и без сметаны. Готовится всего из 3 ингредиентов, варить ничего не нужно, достаточно просто смешать все ингредиенты, и мы получим идеальную, гладкую, блестящую, однородную шоколадную глазурь. По вкусу одна из самых лучших, которые я когда-либо готовила, а готовила я достаточно много вариантов. Итак, для рецепта нам понадобится 250 граммов сахарной пудры, которую я отправляю в миску. Сюда же я добавляю 3 столовые ложки какао. И теперь нужно все хорошенько перемешать. Очень удобно это сделать с помощью венчика. Так мы не только перемешаем до однородности, но и разобьем все возможные комочки. И далее нам понадобится молоко или вода, что у вас есть. Я добавляю кипящее молоко, я его в кастрюльке довела до кипения. Добавляю молока по чуть-чуть. Всего я добавила сейчас 2 столовые ложки молока кипящего. И теперь хорошенько все перемешиваем. Далее буду по 1 ложке добавлять молоко, перемешивать и смотреть по консистенции, нужно ли еще добавлять жидкость. Все хорошенько перемешиваем. Готовится такая глазурь буквально за считанные секунды. Смешала, готово. Посмотрите, как глазурь меняется на глазах. Посмотрите. Сухая масса буквально за секунды превратилась в шоколадную, гладкую, однородную глазурь. 3 столовых ложек в данном случае достаточно. Глазурь получается очень однородная, без комочков. По вкусу она просто идеальная. Густоту глазури вы можете регулировать по своему вкусу и желанию. Если хотите более жидкую глазурь, тогда добавляйте еще немного жидкости, но буквально по чуть-чуть, уже по чайной ложечке, потому что она тогда очень быстро будет становиться более жидкая. Итак, в результате вот такая довольно-таки густая глазурь у меня получилась, но она идеальна для покрытия кондитерских изделий. Посмотрите, какая великолепная, блестящая, гладкая шоколадная глазурь. Полностью такая глазурь не застывает, но если вы добавите меньше жидкости, она будет более густая, то через время, конечно же, она застынет. Но в любом случае со временем даже вот такая жидкая глазурь, она еще больше густеет, так что учитывайте это. В данном случае я готовила львовский сырник, его рецепт есть на моем 2 канале, переходите и смотрите, ссылочку оставлю в описании. И я покрывала этой шоколадной глазурью львовский сырник. Вот, и, пользуясь случаем, решила поделиться с вами отдельно рецептом этой просто гениальной шоколадной глазури. Я, как правило, готовила один рецепт, который у меня был проверенный и любимый, но теперь эта глазурь совершенно не уступает той, которую я готовила довольно-таки много лет. И даже мне такая глазурь еще больше нравится, потому что не нужно ничего варить, не нужно сливочное масло. Такая глазурь получается в результате менее калорийная. То есть минимум ингредиентов, фактически, которые есть у каждой хозяйки в доме. Вот у меня в данном случае не оказалось сливочного масла, я не смогла приготовить свою традиционную глазурь. И вот я вышла из ситуации вот таким вот рецептом. Так что, друзья, очень советую всем сохранить себе этот просто невероятный рецепт, который сэкономит кучу вашего времени и продуктов. Ставьте лайки, спасибо, что вы были со мной.